Мальчишки и девчонки, здравствуйте! Не все нам летать на самолете да купаться в ураганах. Приехали опять в юниты, надеюсь, будут какие-то драгоценности или что-то очень ценное и интересное. Давайте пойдем посмотрим, потому что мы с вами находимся на Саут-Бич, в дорогом месте. Поехали в новый выпуск! Ребята подъехали. Давай, открывайся к новому юниту. Что меня здесь заинтересовало? Во-первых, вот это вот пушистое, мягкое, бархатистое кресло, которое я, кстати, не видел. Юнит был куплен за $210. Но здесь есть среди всего этого маленькая мелочь. Yamaha. И это гитара. Гитара Yamaha. Давайте посмотрим, в каком она состоянии. Гитара Yamaha. Да, хорошая гитара. Хорошая гитара Yamaha. Ну что же, поедем дальше. Будем смотреть, что там внутри, потому что нам сегодня нужно успеть еще в West Palm Beach. Так, ребята, здесь у нас винил. Винил, давайте я вас поднастрою, чтобы было лучше видно. Красная шапочка. Ой-ой-ой-ой. Это микрофон, ребята, микрофон или это что-то другое, может быть? Это нужно, чтобы баловаться девочкам. Даже не знаю, что это такое. Непонятно. Так, здесь у нас проигрыватель для пластинок. Да, пластинки. Проигрыватель новенький. Красота. Проигрыватель остается у меня, потому что у меня сейчас дома старый. Хотя у меня старый да удалый. Не знаю, может быть, будет и продаваться. Такой шикарный проигрыватель пластинок. Стульчик. Так. Иди сюда. Шикарно. Что-то чуть замятое. Нет, чистенький, велюровый такой стульчик. Красота. Там у нас какие-то ручки, штучки. О! Сумка. Сумка у нас Michael Kors. Да, неплохое состояние, дешевый бренд, но зато оригинал. Долларов 30-40. Давайте поподробнее рассмотрим, что за гитара. Yamaha FX 370C, Индонезия. Да, многие гитары сейчас делаются в Индонезии. Здесь у нас подключается держатели для этих. Ну, как сказать-то? Какая-то штучка. Не открывается. Но мы откроем. Где у нас нож? Вот это поворот! Так, не хочется, конечно, сломать. О, вот так. Она на батарейке. Такая гитара, я не думаю, что будет дорогая, может быть, баксов 100 в лучшем случае. Но неплохой чехол. В чехольчиках еще, кстати, часто бывают здесь разные дела, да. Что-то есть. Какие-то фотики. Тряпочки. Что это такое?
Это, наверное, от скейта. От скейта держателя. А, да, и колесики есть. Все для скейта. Это посуда. Ну, кстати, и посуда не очень плохая. Я думаю, будет продаваться. Так, опять фен. Фены эти, это, конечно, беда. Я только продал 4 фена и опять фен. Коврик. Эй! Вот это да! А свадьба пела, пела, пела и плясала, и свадьба. Да. И крылья эту свадьбу вдаль несли, как там в песне поется. Неужели это цыгане? Надеюсь, без проклятия обойдется. Без проклятий. А может быть и с проклятиями, ничего не понятно. Непонятно, но интересно. Будут ли проклятия? Проклятие, ау-ау. О, что-то новое. Интересно. Драгоценности. Ну, точнее сказать, бижутерия. А, это у нас стол, ножки от стола, это у нас зажигалка, шлем. Шлем, ну шлемы тоже продаются, я уже не один десяток шлемов продал. Давно не был в юнитах, поэтому очень интересно. Хочется и там посмотреть, и тут посмотреть. Везде хочется посмотреть. Так. А вот здесь вот очень хочется посмотреть. Иди сюда. Иди к папе. Что у нас здесь? Цепи. Надо распутать изделий несколько штук разных. Может быть, будет и золото. А может быть, золота не будет. Так, это все. Нет, это не все. Надо проверять. Какие-то деньги. Какая-то маленькая коробочка. В коробочке провода. У тебя есть провода, я тебе скажу, да. Может быть, драгоценности, ребята. Опа. Браслетик. Так. Так. А, ну, в принципе, можно это все, наверное, вываливать вот сюда. Что-то звенит. Саморезы. О, шкатулка. Шкатулка. Шкатулка будет использоваться сегодня у нас под ювелирные изделия. Кстати, здесь у нас нету ювелирных изделий. Даже iPhone забрали, представляете? Оставили только поеденную шоколадку.
Да уж. Зачем это собирать, загадка. Что это такое? Это, наверное, что-то опять с курением связано. О! Ну, обрадовался, конечно, я зря. Скорее всего, какая-нибудь бижутерия. О, бенгальские огни. Так, бенгальские огни. Во, как раз зайдут сюда к драгоценностям. Здесь, кстати, билетик какой-то. Что у нас здесь еще? Личные карточки. Какие-то вещи. Драгоценностей нет. А вот бенгальские огни в преддверии Нового года вот сюда. А и это тоже сюда. Здесь у нас где-то были какие-то драгоценности, деньги, мелочь. Так вот и приходится золото с пола собирать. Так и живем в Майами. Постоянно работаешь, 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 работаешь. Весь в делах, в заботах. Ковыряешься. Деньги ищешь. Фонарик на велосипед. А как заряжается с батарейкой? Тоже пригодится. Ой, какие-то иголки страшные. Так, пора закрывать этот кармашек. То это все закончится каким-нибудь уколом. Так, у нас здесь, оказывается, в большом отделе рюкзачка тоже что-то валяется. Непонятное. Может быть, даже серебро или золото. Ну, золото навряд ли. А вот серебро, вот это напоминает вся история. Да, конечно, такая грязища. Могли бы, конечно, драгоценности собрать в отдельные коробочки, сложить. А лучше бы сразу денежные купюры. Вот такая вот пачка. Не, вот такая. Вот такая, да, пачка денежных купюр. Сразу приехал, взял. И не остается ненужных вопросов. Что, да как, да почему. Так, что это такое? Нет. Это не пахнет ювелиркой. Так, гитару тоже упаковываем. Сегодня этот юнит нужно вывести, потому что на этом аукционе мне дали всего 24 часа на то, чтобы все отсюда вывести. Ага, сюда. Ну, вроде бы и все. Едем в Вестпалм. Ребята, хотел уезжать, но не тут-то было. Нашел еще вот такую сумочку. Zippo. Здесь какой-то Samsung, еще что-то. И в ней денежки, представляете? Какие-то, может быть, серебро, не серебро. Что-то непонятное. Здесь у нас евро. Накладки какие-то. Я думаю, что она такая тяжелая? Так. Подождите.
Может быть, в ней есть что-то более серьезное. Все время ковыряешься вот в таких сумках и думаешь, главное спидовой иглой не наколоться. Главное спидовой иглой не наколоться, чтобы, не дай бог, кто-то там не положил. Хотя я так думаю, что все эти вирусы должны были умереть. О, это у нас замок. Замок, ключ. Как это работает? А, это не работает, наверное. Ну ладно, на помойку. И еще деньги. Опа, опа, опа. Ну что, я теперь богат. Может быть, не поедем в Вест-Палм-Бич? Поедем вот с этим прекрасным джентльменом из Венесуэлы. А в Венесуэле же деньги у нас сейчас навоз. То есть этими бумажками можно... С этими бумажками можно ходить в уборную, наверное. Да, они очень хорошо. А могли бы быть какие-то более интересные. Американские бумажки. Европейские могли бы быть бумажки. Да даже английские бумажки. Вот с какими президентами меня бы устроили. Или кто там, цари. Ладно, едем в Вест-Палм-Бич. Ребята приехали в Вест-Палм-Бич. Он какой-то очень и очень огромный, этот сторидж. Я нашел табуреточку, у меня уже есть две таких, третья не помешает. О, что-то старинное, сейчас мы это достанем. Что-то старинное. Что-то старинное, старинное, старинное. Вот, и мы за это старинное сейчас с вами зацепились. Юнит меня привлек тем, что он очень и очень старенький по внешнему виду. Да, и в конце я вижу очень много интересных коробочек. И здесь у нас первые признаки антиквариата. Я не знаю, можно ли так антиквариат выдергивать. Иди-ка отсюда. О, компьютеры, нифига себе. А там какой-то шкаф. Elgin Note. Так, что это такое у нас? Что это за велосипед? Смотрите, какой велосипед. Нифига себе. Что-то непонятное. Да, мне кажется, на самом деле это очень хорошая антикварная вещь. И что-то у нас должно быть дальше. Да, мебели здесь немало. Я почему-то думал, что ее чуть поменьше. Это очки, часы, Nike. Такой Nike. Очень все старое. А если все очень старое, то может быть что-то интересное. Какая-то коробочка. Мел. Скрепки. Ладно, продолжаем, лезем дальше. Найден сейф. Я не знаю, там, наверное, что-то ценное. Рядом с сейфом как раз лежал молоточек. Так.
Все. Сейф открыт. О, ничего ценного. На самом деле, это медаль, которая была учреждена Дейтом Эйзенхауэром в 1953 году за службу в гражданской обороне. Ладно, продолжаем поиски. Я недораспродал те комиксы. А здесь у нас еще. Интересно, какие это года. Там кто-то у нас подошел. $2. Fantastic Four. $1. $1.95. Но это свеженькие. Ну как свеженькие? 92-й год. Так, комиксы мы сейчас сразу складываем в отдельную коробку. И на оценку всю эту историю. Так. Разбираемся. Ребята, у нас продолжение банкета. Еще полная коробка комиксов. X-Men. Ну, это победа. Я уверен, что я уже отбился. А если покопаться, а юнит очень старый, некоторые из комиксов, конечно, их так складывали по-свински. Руки бы я оторвал тому человеку, который так занимался. 70-е, 80-е. Iron Man, X-Men, Супермен. Такие вот X-Men. Шикарно. Все. Значит, я отбился. $400 в кармане свои останутся точно. Ну и вполне возможно 5-6 заработаю. Ребята, надеюсь, не так темно здесь. Поехали по комодам. В комодах у нас очень много шмоток. Сейчас нам нужно взять какую-нибудь пустую коробочку и скидывать туда эти шмотки. О, у нас, кстати, есть водичка. Если водичка такая, то юнит не совсем старый, но пыльный. Я думаю, полгода-год это точно простояло все. Там у нас старенькие чемоданчики, что-то в кейсах. Что мы, собственно... Нет, ну нужно это разбирать, а потом тогда уже туда лезть. Сейчас надо найти коробочку. О, кстати, вытащил только что кондиционер. Кондиционерчик, если рабочий, это сразу 300, возможно, $400. То есть сразу юнит отбился. А комиксы уже пойдут плюсом. 1000, 2, 3, 10. Надеюсь, в этих комиксах будет первое издание Супермена. Оно самое дорогое. Нашел вот такую вот корзинку. Сейчас надо все это дело разбирать. Так, первые побрякушки. Да, 925, тяжеленькое такое. Большой браслетик. Куда его? Пока сюда. А так надо сейчас коробочку найти под драгоценности. Здесь у нас какие-то соушалы, какие-то документы. Это нам нужно будет отдать. Отдать надо будет в офисе. Не забыть. Так, продолжаем. Что у нас здесь под одеждой? Одежда вся, видите, так аккуратненько свернута. А что за одежда? Давайте посмотрим. Ого! Джордан. Не знаю, это так и должно быть или это мыши поели. Найдена вот такая вот картина. Но на самом деле это не картина, очень похожа на принт на холсте. Также я достал только что сверху вот эти чемоданчики. О! Опять саксофон. Я же только тебя продал, и ты опять ко мне приехал. Но этот такой он, поюзанный. Правда, есть вероятность того, что он стоит денег, если это сделано в США.
Банди. Саксофон Банди. Вот такой чехол в состоянии сильно убитым. Если это антикварная вещь, то может стоить денег. Также здесь у нас еще один старый чемодан. О, продолжение. Труба. У тебя есть труба, я скажу тебе да. Горн. Я нашел медали, на самом деле, в этом юните. Я подозреваю, что владелец юнита был каким-то военным, может быть, в прошлом. Да, чуть-чуть заедает. Ну, я думаю, ничего страшного. Как заедает, так и отъедает на продажу. Ну, это уже неплохо. Очень много старых интересных вещей. Найдена интересная коробочка. Кстати, на коробочке написано Dolce & Gabbana, очень старая. Ну, она мне, во всяком случае, показалась интересной, когда я услышал звон. Сейка. Не знаю, может быть, оригинал, не оригинал, непонятно. Какие-то королевские. Наши эти южноамериканские братья любят вот такую вот историю. И я таких часов очень-очень много находил. Гэс. Гэс тоже похожие валяются. Непонятно, непонятно. Нефертити. Не Нефертити. На самом деле вот эти часы сделаны так же, как выплавлена монета, золотая монета Соединенных Штатов Америки. Очень дорогая монета. Может стоить до нескольких сотен тысяч. Но, к сожалению, здесь просто часы в форме этой монеты. Ну, какая-то цепочка. Самое главное не разорвать. Наверное, галстук или запонки. Ну, что-то к чему-то пристегивать. Пробы я не вижу. Что у нас здесь еще? Лорус какой-то. Непонятно, непонятно. Ничего не понятно. Цепь. Да, честно сказать, я рассчитывал, что здесь будет, ну, конкретно вот в этой коробочке что-то веселое. Веселого пока не наблюдаю. Хотя, что здесь может быть веселое, если хозяева юнита были пожилые люди? Вот у молодежи могло быть что-то веселое. Открыла здесь такая дискотека. Вау! И пляшут тараканы. Так, ну ладно. На этом мы с этой коробочкой закончили. Продолжаем дальше. Ребята, найдена в ящике, там темно, вот такая штука. Такая штука. Без стекла. Rolex. Да. Как только разбили стекло на Ролексе. Или это не настоящий? Ну, не знаю. А, стекло у нас здесь, кстати. Ребята, на Ролексе может выпасть стекло или нет? Как вы считаете? Угу.
Ну, если они так бижутерию прятали. Я же думаю, что это не золото. Это обычные какие-то запонки. Ну да, даже не серебро. Рик Кок, USA. Да, я рассчитывал, будет что-то поинтереснее. Ну ладно, в любом случае надо проверить. Часы надо проверить, этот надо проверить. Продолжаем поиски дальше. Достаю я все это оттуда из нижнего ящика. Еще один вот такой вот мешочек. Сейчас будем смотреть, может здесь что-то есть, а может быть нет. $925. Очень красиво. И, кстати, могло бы быть и золото, да. Но, к сожалению, серебро. Серебро позолоченное. Какая-то модная ручка. Ну, если это серебро... Да, это серебро, 925. А что внутри? Корона Российской империи. Вот такое вот серебро. Так. Запонки. О, а это у нас, наверное, как раз от часов. От роликсов. Да, ну золота нет. Серебро. Армитрон. Не знаю. Не знаю, что это такое. Фу. Какая гадость. Made in Italia. Не знаю. Еще одна ручка. Ну, ручки это какая-то Китай или Тайвань. А это вообще зажигалка. Лезем дальше. Ребята, GoPro-шка у меня подсела. Сори, я в таком неглиже, но вытащил шкатулку. А что у нас в шкатулке? Что это? При более детальном рассмотрении оказалось, что это серебро, спаянное с золотом. Очень специфическое изделие, а в центре натуральный сапфир. Да. Представляете, это не просто серебро или что-то дешевое, это вообще ничего. А это... Опа, часы. Что за часы? Часы, которые нельзя открыть. У них на самом деле здесь должна быть такая штучка. И они открываются. Ну, на нормальных часах здесь что-то выбито. Я думаю, что все это ерунда, какие-то пуговички. Китай или не Китай, подождите. Они просто Китай делают вот такие штучки. Что-то стоит. GTS. Ну да, это, наверное, Китай. Ой, сломалась.
книга. О! 1921 год. А вот эту монетку нужно уже смотреть. Какова будет ее стоимость. Серебро. 1836. Ребята, ну, это неплохо. А вот это сильно-сильно заюзанная монета. Даже не могу сказать, что это такое. С орлом есть какой-то силуэт. Но видите, насколько она в плачевном состоянии. Что у нас там еще? Ну, это ерунда. Песо. Песо. Там еще маленькая есть серебряная монетка. Такая вот. Это у нас 1 дим. 1929. Они тоже печатались серебряные. А вот это я не думаю. Это песо. Не думаю, что это серебро. Доминикана тоже навряд ли. Ну вот тоже серебро. Да, люди были не богатые, поэтому, соответственно, и улов тоже не богатый. Но вот эту монету, вот эту, даже независимо от того, что она истертая, и вот эту, нужно обязательно проверять. Будем смотреть, что они будут стоить по деньгам. Так, здесь у нас прекрасные тяги. Ну, не бархатные в этот раз. Не знаю, надо посмотреть, продается ли эта история. Здесь у нас спрятана тайная вещь. Тайная вещь называется Atari. Такие приставки могут быть очень дорогие. Кстати, она с джойстиком. Надо будет проверять, смотреть, работает она, не работает. Я, по сути, уже разобрал здесь практически все. Найдены также несколько колонок. Это, наверное, под гитару. В связи с тем, что он был музыкант. Музыкант до рассвета. Пел мне песенку эту. А еще есть вот такие куколки в подгузниках. Давайте посмотрим, есть ли у них метка на заднице. У этой нету. А у этой есть, да. 85-й год. Такие игрушки могут быть очень и очень дорогие. Одна. Здесь у нас еще одна. Давайте проверим эту. Да, это тоже. Это тоже. Единственное, это в одежде, а та почему-то без одежды. О, и еще одна. Здесь у нас какой-то грязный малыш. Давайте расстегнем. Хопа. Да, тоже с подписью. Интересно. Ну, будем проверять. А, вот одежда у нас от вот этой куколки. Ну, отлично. Здесь, кстати, какая-то чашка. Чашка. Джапан. Ну, не знаю. Чашка и чашка. Отбился я в этом юните 100%. Заработал сколько, пока сказать не могу. Нужно все это дело проверять, смотреть. Очень много новой посуды. Вот это вот все новая посуда, сервизы, металл, стекло, какие-то плитки. Я думаю, что это все на маркетплейсе продастся там за неделю по короткой цене. $200, all inclusive, вся тележка уедет кому-то в руки, может быть 300, не знаю, надо посмотреть. Все, на сегодня выезжаем, завтра продолжаем это все дело разбирать. Ребята, начал ковыряться вот в этой вот груди непонятных часов, которые на самом деле можно выбросить, и нашел вот такую штучку. В связи с тем, что у меня не так давно попадали в руки золотые часики, я сразу присмотрелся к этой
приятные вещи. И здесь я увидел, что... Сейчас мы сфокусируемся. «10 карат золота». Вот эта штучка по весу сразу отбивает весь юнит. Да. Вот так вот в мусоре, казалось бы, очень и очень ценные вещи. Ну все, на сегодня поехали. Что у нас получается по драгоценностям? Есть вот такой вот золотишко, часики эти золотые. Давайте мы попробуем все это дело завесить. Там 14, 10 карат, все вместе. Это у нас 32 грамма. 32 грамма золота. И давайте вот эту штучку, наверное, сюда. 0 обнулили. И вот это вот все серебро. Хотя вот это вот может показаться, что это золото. На самом деле это серебро. Серебро позолоченное с мелкими бриллиантами. Но на самом деле это все недорого. Есть еще вот такая вот корона. Корона Российской империи. Серебряные монеты. Это, я выяснил, недорогая. Она пойдет у нас на сдачу как серебро. И вот такие вот монетки, как вот это вот или это, будут продаваться. 921. Здесь у нас, 1836. Так вот, что у нас по серебру? По серебру 226. Ой-ой-ой-ой, все падает. Мелкие монетки. 273 грамма серебра. Оно продается, по-моему, по 30 центов, если я не ошибаюсь. Может быть, чуть дороже. Сейчас надо смотреть, что по курсу. И очень интересное вот это вот кольцо. Чем оно мне понравилось? На нем впервые в жизни я увидел две пробы. Две пробы. Если мы увидим... Да, вот так вот более-менее. Сверху, видите, 925, а снизу 14 карат. Почему? Потому что передняя оправка вместе с натуральным самоцветом выполнена из золота, а само кольцо из серебра. То есть, соответственно, золото приплавлено к серебру. Очень интересно. Ну вот, в принципе, все, что у нас было по золоту и серебру. Расскажу, насколько это все сдалось. Друзья, я надеюсь, выпуск вам понравился. Я желаю всем как можно больше здоровья, путешествий и до новых встреч. А я побежал в новые юниты, о которых я расскажу чуть попозже.